Всем привет, меня зовут Ренат. Я провожу обучение по различным направлениям в компании MSG Equipment. И сегодня я предлагаю вам посетить нашу станцию и поближе познакомиться с теми производственными мощностями, которые мы имеем на данной территории. И начнем мы сегодня с вами с класса обучения. Прошу за мной. Сейчас мы с вами находимся в нашем классе обучения, в классе обучения компании MSG. Сюда попадают наши клиенты, которые покупают у нас оборудование, а после решают пройти необходимый курс обучения по использованию этого оборудования. В этом классе мы проводим обучение по ремонту агрегатов рулевого управления, в частности гидравлических рулевых реек, электрогидравлических и электрических в том числе. Кроме этого, мы проводим здесь обучение по ремонту гидравлических насосов, а также по ремонту стартеров и генераторов. Здесь, как вы можете видеть, представлено большое количество различных агрегатов с автомобилей современных моделей, таких как Audi, Volkswagen, Mercedes, BMW и прочие марки, в том числе европейские и азиатские. Кроме этого, у нас здесь имеется необходимый специнструмент, который часто требуется при сборке отдельных агрегатов. Также здесь у нас имеется специальный стол для обсуждения основных моментов, связанных с работой агрегатов, с принципом их действия и с прочими теоретическими моментами, которые мы обсуждаем с нашими учениками. А здесь я хотел вам показать, имеется специальный стенд с таблицей, в которую попадают наши клиенты, когда проходят у нас курс обучения. Как вы можете видеть, у нас довольно большое географическое разнообразие клиентов. Здесь у нас бывали клиенты из Южной Африки, из Турции, Японии, Португалии и прочих стран. Кроме этого, график обучения достаточно плотно загружен, поэтому если в ваших планах появится желание побывать у нас и узнать основные моменты по ремонту тех или иных агрегатов, вам нужно будет заранее связаться с нашим отделом обучения. А сейчас я предлагаю вам проследовать со мной в наш цех, где производится, собственно говоря, сборка оборудования компании MSG. Итак, сейчас мы с вами находимся в сборочном цеху компании MSG. Именно здесь создается то уникальное оборудование, с которым вы можете познакомиться на нашем сайте. В частности, это стенды для ремонта компрессоров, гидравлических насосов, автомобилей, различные компрессорные станции и промывочные в том числе. В этом цеху, кроме, собственно, самой сборки, также находятся наши конструкторы, которые занимаются созданием и разработкой нашего оборудования, тестировочный участок и, собственно говоря, сами наши ребята-сборщики, которые занимаются сборкой, в данный момент они занимаются сборкой стендов, точнее тестировочных приборов, таких как АМС-012 для диагностики реле регуляторов. Кроме этого, здесь, как вы видите, собираются промывочные станции для промывки гидравлической системы рулевого управления. Все наше оборудование после сборки тестируется на специальном стенде. В течение нескольких часов производится нагрузка оборудования различными вибрациями, то есть на различных вибрационных режимах. В результате чего мы можем давать гарантию на качество сборки, а также гарантию на само оборудование. Кроме того, все наше оборудование проходит сертификацию по стандартам CE и IAC, что позволяет нам продавать наше оборудование не только на территории Украины, но также в России, в странах бывшего Советского Союза, а также в странах Европы и Азии. А сейчас я предлагаю пройти то отделение нашего сборочного цеха, где вы сможете увидеть готовую продукцию, которая ожидает своих клиентов. Мы с вами все еще находимся в нашем сборочном цеху, и в этом отделении вы можете видеть как отдельные корпуса наших стендов, которые ожидают своей сборки, тестировки и потом продажи клиенту, так уже и собранная
оборудование и упакованное, то, которое уже было протестировано и ожидает отправки. Хотел сказать несколько слов о нашем оборудовании, что его отличает от продукции других компаний. Прежде всего, это, конечно, оригинальность, новизна и современность. Дело в том, что наше оборудование, большая его часть, работает под определенными компьютерными программами, разработчиками которыми являемся, собственно говоря, мы сами, специалисты компании MSG. То есть мы можем гарантировать стабильную работу программного обеспечения нашего оборудования, а также устранение всех мелких недочетов, которые могут по той или иной причине возникнуть при его эксплуатации. Кроме этого, здесь вот вы можете видеть уже ожидающие отправки тестеры для диагностики диодных мостов, реле-регуляторов и стартеров генераторов. Здесь у нас еще имеется склад отдельных комплектующих, которые также являются проверенными, сертифицированными, и мы можем давать гарантию на основании того, что мы покупаем и производим только качественные комплектующие. Ну, а теперь я вам предлагаю проследовать, собственно говоря, в нашу ремонтную зону, где производится ремонт отдельных агрегатов, таких как рулевых реек, насосов, ну и прочих, которые вы сейчас увидите вместе с нами. Да, кстати, здесь у нас находится одна из наших ремзон, где производится снятие и установка агрегатов на автомобиле. Как вы видите, здесь у нас имеется несколько постов с подъемниками. Ну, а я вам предлагаю проследовать, собственно говоря, в сборочный цех, где производится ремонт агрегатов. Итак, сейчас мы с вами находимся в нашем сборочном цеху. Именно сюда агрегаты, снятые с автомобиля, а именно гидравлические рулевые рейки, попадают и дальнейшее восстанавливаются именно на этом участке. Конкретно здесь производится предварительная диагностика, проверка наличия течей. Для контроля агрегатов используется то самое оборудование, которое мы производим, в частности стенд MS502. После этого агрегат разбирается, необходимые комплектующие меняются, такие как сальники, резинки и прочие элементы. Производится обратная сборка и окончательная послеремонтная проверка агрегата на стенде. В данный момент большинство сотрудников находится на обеде, поэтому сейчас здесь не очень много народу. В процессе ремонта рулевых реек нередко возникает необходимость в помощи токаря. Поэтому сейчас я вам предлагаю проследовать в участок, где у нас находится необходимое оборудование для различных металлорежущих работ, связанных с ремонтом рейк. Да, кстати, это еще одна из наших многочисленных ремзон. Здесь также производится снятие агрегатов с автомобилей и установка их обратно после ремонта. А далее мы идем в слесарно-механический цех. Итак, сейчас мы находимся в слесарно-механическом цеху компании MSG, где производится обработка валов, срезка поршней, шлифовка штоков гидравлических реек, изготовление дополнительных ремонтных деталей, таких как втулки, цилиндры для ремонта распределителей и необходимое прессовое оборудование. Оборудование, которое здесь вы можете видеть, может быть и не очень новое, но оно регулярно проходит техническое обслуживание и необходимые регламентные работы. Поэтому оно очень надежно и выполняет возложенные на него функции. А сейчас я предлагаю вам проследовать в цех по ремонту насосов ГУР.
Итак, мы с вами находимся в цеху по ремонту насосов ГОР. Именно здесь выполняются все работы, связанные с проверкой насосов, предремонтной проверкой, разборкой, а также все необходимые детали, такие как валы для насосов, различные фланцы, патрубки низкого давления и прочее необходимое оборудование. В данный момент сейчас один из наших ведущих специалистов КАРЭН занимается ремонтом насоса ГОР. Как вы можете видеть, здесь используется также наше оборудование производства компании МСЖ, в частности, это 604 стенд для проверки насосов, где, собственно говоря, они проходят проверку после окончательной сборки. А теперь я предлагаю вам проследовать со мной в то место, куда попадают агрегаты после ремонта и окончательной проверки, а именно на склад готовой продукции. Пожалуйста, прошу со мной. Итак, сейчас мы с вами находимся на нашем складе готовой продукции, а также на складе ремонтных агрегатов. Одним из неотъемлемых атрибутов складской работы является электрическая кара. К сожалению, она сейчас на зарядке, и мы ее не можем отогнать, но я думаю, она нам не помешает. Итак, вот и с вами добрались до нашего склада. На этом складе присутствуют агрегаты, которые ожидают в своей очереди ремонта и восстановления. Ну, вот, в частности, здесь вы можете видеть электрорейки с автомобилей марки Opel. А также здесь мы храним необходимые элементы, которые могут понадобиться в процессе ремонта. В частности, различные рода уникальные подшипники, датчики и прочие элементы. Кроме этого, на этом складе на втором этаже у нас присутствует площадь для хранения готовой продукции. Рейки, которые по окончании ремонта подвергнуты диагностике и испытаниям, далее упаковываются в специальные материалы в виде пупыря и помещаются в коробки, на которые ставится эмблема марки МСЖ о том, что агрегат восстановлен, и знак качества продукции. Также здесь можно видеть насосы и прочие элементы. А сейчас рядом со складом находится наш моечный участок, и мы сейчас туда с вами попадем. Наш моечный участок. Сюда попадают агрегаты в самом начале, перед тем, как попадают на участки восстановления. Здесь у нас находятся рабочие места, где производится демонтаж рулевых тяг, защитных чехлов и прочих ненужных элементов. Кроме этого, здесь имеются такие моечные камеры, куда помещается агрегат, обрабатывается необходимой химией, после чего производится мойка высоким давлением. Также здесь есть стеллажи, куда помещаются агрегаты после мойки, пескоструйной обработки и покраски. Маленькая пескоструечная камера у нас находится в соседнем помещении, сейчас вы ее увидите. Итак, сейчас мы находимся в нашем небольшом отделении, где производится механическая очистка отдельных элементов агрегатов от коррозии, грязи, а также есть пескоструечные камеры. Многие наши клиенты спрашивают, где мы покупаем такое маленькое компактное пескоструечное оборудование, пескоструечные камеры. Дело в том, что мы их не покупаем, мы их производим сами. Ну, к сожалению, мы их производим только для собственных нужд, не для продажи. Но, тем не менее, вы можете оценить компактность конструкции и удобство расположения. Кроме этого, здесь у нас имеется отдельная ванна, где производится предварительная очистка агрегатов с помощью бензина либо керосина. Вот. После того, как агрегаты очищаются здесь, они далее попадают в соседнее помещение, где производится их покраска и сушка.
Сейчас мы туда с вами попадем. Как я и сказал, наша покрасочная камера находится в соседнем помещении, буквально за стенкой наш пескоструечный участок. И здесь вы уже можете видеть покрашенные насосы ГУР, то есть как они выглядят после покраски. Они покрашены и были просушены в соседней сушильной камере. После того, как агрегаты высыхают, проходит визуальный осмотр на качество покрытия. Они далее попадают на упаковочное рабочее место, и там производится их упаковка и укладка в коробок. И завершим мы нашу сегодняшнюю экскурсию электроучастком, на котором вы сможете посмотреть, как производится ремонт электроагрегатов, в каких условиях и что себя представляет современный участок по ремонту агрегатов, электрических агрегатов рулевого управления. Прошу со мной. Итак, мы сейчас с вами находимся на входе в наш участок ремонта агрегатов EPS. Хотелось бы сказать пару слов перед тем, как мы туда попадем. Дело в том, что компания MSG, и в частности одно из ее подразделений Master Service, является одним из крупнейших восстановителей агрегатов EPS на Украине и, можно сказать, даже в Европе. Как это производится, это является нашим небольшим секретом. В принципе, мы этим секретом делимся с нашими клиентами, которые попадают к нам на обучение. Вот. И сейчас вы посмотрите, как примерно выглядит участок по ремонту агрегатов EPS и с чего он состоит, с каких отдельных элементов состоит. Наш участок EPS состоит из двух помещений. В первом помещении у нас установлен подъемник, на который заезжают автомобили, и производится демонтаж агрегатов с автомобиля. Кроме того, в этом помещении у нас находится склад запчастей, необходимых в процессе ремонта, а также два стеллажа, на которых вы можете видеть агрегаты после ремонта и до ремонта. В соседнем помещении находится, собственно, сама рабочая зона, где производится диагностика и ремонт агрегатов. Прошу сюда. Наш электроучасток. Здесь у нас есть обустроенные рабочие места в количестве 3 штук. Каждое рабочее место имеет 2 стола. Один с металлическим покрытием стол используется для сборки агрегатов, демонтажа различного рода датчиков, валов и прочее. А второй стол с деревянным покрытием используется для электротехнических работ. Дело в том, что ремонт агрегатов EPS подразумевает большое количество воздействий именно по электронике. Дело в том, что сами агрегаты имеют блоки управления и, соответственно, так как многие неисправности этих блоков требуют воздействия именно по электронной части, то имеется необходимое для этого оборудование. В частности, ноутбук с установленными диагностическими программами, паяльная станция, лабораторный блок питания, наш EPS-контроллер, который мы активно используем в процессе диагностики, ну и различного рода дополнительные элементы, такие как различного рода реле, платы и прочие элементы. Кроме этого, здесь имеется стенд для проверки агрегатов, который выполнен на базе нашего EPS-контроллера. На нем очень удобно проверять различного рода электрогидравлические насосы. И также здесь у нас расположено рабочее место, где находится руководитель направления ремонта EPS. Сейчас он отсутствует. Он принимает звонки от клиентов, а также заказывает необходимые элементы для ремонта агрегатов EPS. В соседнем помещении находятся диагностические кабеля для подключения агрегатов к EPS-контроллеру,
небольшая моечная ванна для небольшой мойки агрегатов. На этом наша сегодняшняя экскурсия подходит к концу. Я надеюсь, вам было очень интересно. Если вы наш клиент, обращайтесь к нам, и мы починим вам любой электрический агрегат. Также вы сможете постигнуть премудрости ремонта агрегатов АПС, если приедете к нам на обучение. Необходимую контактную информацию вы можете найти под этим видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, и я вам обещаю, вы увидите еще очень много интересных и познавательных видео в плане ремонта автомобилей. С вами был Ренат. Всего доброго, до скорой встречи.